Всем привет и добро пожаловать на канал. Неделя дождей подошла к концу и самое время выходить на огород. И первое, что нужно сделать, это убрать бурьян. Потому что у него сейчас запас влаги очень большой и он весь пойдет в рост. Поэтому я беру плужанку и иду на виноградник. А начинаю с виноградника, потому что кусты очень быстро разрастутся и туда уже не залезешь ни с сапою, ни с плужанкой. А если не убрать сейчас бурьян там, то когда нужно будет убирать уже виноград, бурьян будет по шею. И скажу честно, виноградник это мое самое нелюбимое дело. Ну, в плане убирать его. Потому что делая работу, я хочу видеть результат своей работы. Но с виноградником у нас другая история. Мы делаем вино, но вино никто не пьет. У нас в семье вообще никто не пьет. А пока я разбираюсь с виноградником, Алиса отдыхает себе под кустом. Ну правильно, а что ему еще делать? А это покрытый весь бурьяном мой участок клубники. Неделю назад здесь было полностью все чисто. Но пошли дожди, и бурьян весь просто вырос как на дрожжах. Но по идее его не должно было быть так много, потому что я все покрыл сухой травой и замульчировал. Но бурьян настолько упорный, что просто прорвался сквозь сухую траву. И вот такой вот результат. Клубника это моя самая любимая ягода, поэтому я хочу посадить ее как можно больше на огороде. И хочу попробовать также разные сорта. И я даже знаю, где ее посадить. Но есть человек, который очень сильно упирается по этому поводу. А посадить я ее хочу вместо виноградника. Ибо, как я говорил ранее, у нас вообще никто не пьет это вино. И оно никому не нужно. Мы вот так вот из года в год просто его делаем, оно лежит, потом мы его выливаем. То есть получается все силы, которые я трачу на этот виноградник, уходят впустую. И поэтому я хочу там посадить клубнику. А весь бурьян с клубники не выбрасывается, а идет на корм курям. Потому что они у нас в ограждении и им нужен постоянный доступ к витаминам. И спустя час работы вот такой вот результат получился. Не идеально, конечно, но все же лучше, чем было. Я обычно все ягоды обрываю на новом кустике, потому что хочу, чтобы оно укоренилось лучше. Но одну все-таки оставил для теста. Но в этом году мне нужны именно отростки от этой клубники. Поэтому все усики от клубники я оставляю, чтобы потом их размножить и посадить больше кустов именно этого сорта клубники. Хочу показать вам способ, как удобно размножить клубнику с помощью обычной канцелярской скрепки, а также пластикового стаканчика. Для этого нам нужно вырыть небольшую ямку под размер стаканчика. Вырыли ямку, поставили туда стаканчик, наполненный землей, и зарыли ямку. После этого берем усик и прижимаем его к земле, как показано на видео. Прижимаем именно первое сердечко, потому что оно получает больше всего питательных веществ. А последующие, которые уже будут расти дальше, отрываем, потому что они нам не нужны. После этого сердечко пустит корни, и отросток будет расти прямо в стаканчике, который потом можно будет спокойно вытянуть и пересадить в любое другое место. Неделю назад я уже собирал один раз укроп. Порезал его и на зиму засунул в морозилку. Уже раздавал его и соседям, но все равно еще его очень много. Поэтому сегодня я опять пришел за укропом. Что-то в этом году я перестарался, поэтому на следующий год посажу его чуть-чуть меньше, где-то наполовину. А этот весь также пойдет в морозилку. Зимою пригодится. Ближе к заходу солнца я решил дать удобрение рассаде баклажанов, а также острому перцу. Потому что они что-то очень-очень медленно растут. А перед тем, как давать удобрение, очень важно смочить корни обычной водой. Потому что если сразу полить раствором селитры, то корни сгорят и можно будет выбросить всю рассаду. Я использую обычную калийную селитру.
И на ведро воды 10 литров нужно примерно 15 грамм этой селитры сухой. Это примерно один спичечный коробок без горки. Очень удобно, когда воду можно просто набрать из крана. Да, это звучит странно, но обычно в селах проводной воды нету. И вся вода добывается из колодца. У нас также есть такой колодец, который находится на улице. Ему уже больше 100 лет, и там постоянно есть вода. Но все-таки с краном это намного удобнее. А эта вода у нас идет с растительного канала, который находится за огородом. Вода там не очень чистая, и она не подходит для многого, но для полива как раз то, что нужно. Заметил по винограднику что-то рыжее и большое. Думал, неужели лиса? Пошел проверить. А оказывается, это соседский кот. Не тот рыжий, который постоянно бьет моих котов, а другой. Этот очень хороший, но пугается постоянно. Постоянно зову его, хочу погладить, но он всегда убегает. Осталось где-то половина ведра раствора селитры. Поэтому для посаженных недавно помидор черри это самое то. А так как я провел туда капельный шланг, можно сразу включить его и полить рассаду водой, чтобы промыть остатки селитры и не обжечь корни. Ночью к нам во двор зашел наш постоянный гость. Алисе изначально стало интересно, что это за ночной гость к нам пришел. Но потом, узнав ежика по запаху, Алиса просто ушел. А ежика мы оставили в покое, и он себе пошел дальше бродить по нашему двору. На следующий день я снова пошел на виноградник, только на этот раз уже с сапой в руках. Потому что плужанкой мы проходим между рядами, а на самих рядах нужно уже проходить сапою и убирать весь бурьян. Как раз то, что я и говорил ранее, на этот виноградник уходит слишком много времени, а пользы от него никакой. Да, и почему упирается папа? Как он объясняет, что это все для того, чтобы на всякий случай было вино. То есть, если нужно будет сделать дома какую-то работу, то потом ты угощаешь вином, ну это как у нас обычно в селе бывает. Но я думаю, что это просто отмазки. На самом деле для него это скорее всего как память, потому что этот виноградник был посажен очень-очень давно, еще до моего рождения, лет 30 или 40 назад. И вот он его каждый год чистит, ухаживает за ним. Но факт в том, что чистит он его всего лишь один раз в год. А все остальное время за этим виноградником ухаживаю я, который мне вообще не нужен. Поэтому у нас постоянно с ним небольшие перепалки из-за этого виноградника. Спустя несколько часов я наконец-то завершил работу на винограднике. Но еще осталось очень много дел. Одно из них – это найти капусту в этом ковре бурьяна. Вот этот весь ковер вырос буквально за 1 неделю. Поэтому сейчас придется постараться и найти здесь цветную капусту. Цветную капусту я еще никогда на огороде не садил, поэтому это первый раз. Посмотрим, что из этого получится. Ну и какая же работа на огороде без моего кота Алисы. Он, как всегда, рядом и морально меня поддерживает, ибо физически не может, так как у него лапки. Как думаете, кого там ловит Алиса? Ставьте на паузу и напишите в комментариях. А ловит он там воду. Да, реально воду. Я открыл капельный шланг для полива, и вода медленно поднимается вверх. Алиса услышал этот звук и начал прыгать на шланг, пытаться поймать то, что там находится внутри. И он это делает постоянно. Сидит, ждет, чтобы я включил шланг, и начинает вот так вот прыгать возле этого шланга. А ночью к нам снова пришла гроза, чему я не очень рад. Дождь шел всю ночь, а на утро снова затянуло тучами. И через пару часов опять пошел дождь. Хорошо, что вчера я по максимуму убрал весь бурьян на винограднике и по огороде. А то потом было бы очень много бурьяна.
Пока на улице идет дождь, я решил заняться клубникой, а именно поставить компоты на зиму. Дождь все так же шел аж до следующего утра. На следующее утро делаем распаковку. И тут у нас клубника. Получилось 4 банки компота из клубники. Банки еще немного теплые, поэтому пускай остынут и можно уже будет ставить их на полки в камору. И еще одна распаковка. И здесь у нас молодая картошка. Это не с нашего огорода, наша еще растет. Это знакомые нам привезли, а то они уже у себя убирают. Мне очень нравится молодая картошка, поэтому сегодня будет на вечер молодая картошка с укропом. У нас каждый год скапливаются шланги капельного полива. И мы их не выбрасываем, держим на всякий случай, мало ли вдруг понадобится. Но их скопилось так много, что они нам уже просто не нужны. И их нужно выбросить, но, как видите, на каждом шланге очень много переходников. Поэтому эти все переходники нужно будет собрать. И вот такое количество переходников собрал. Что с ними делать, не знаю, но пускай хранятся. На следующий день снова все затянуло тучами. А моего кота Барри нету уже 10-й день. За эти 10 дней я искал его везде, где только можно. Но даже малейшего признака, где он может быть, я так и не нашел. Но вдруг за окном я услышал мяуканье кота. Да, это был мой кот. Я не знаю, каким чудом, но он вернулся. Вернулся спустя 10 дней пропажи. Я даже не представляю, где он был. Он вернулся весь худой, вся шерсть в колючках, колтунах и очень голодный. Я даже не могу вам передать, насколько я был рад, когда он вернулся. Теперь каждый вечер я буду запускать его в дом и выпускать только утром. Потому что я не хочу больше пережить опять такое, как было во время его пропажи. Прошлое видео мы закончили на грустной ноте, а это видео мы закончим на веселой ноте. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до следующего видео.